Если лет 15 назад мы все говорили об угрозе Аль-Каиды, сейчас как-то Аль-Каида уже на фоне Даиш, на фоне ИГИЛ кажется чем-то таким домашним и почти безобидным. Да? Хотя та же Аль-Каида, в общем-то, преобразовалась под другими именами и в той же Сирии воюет, скажем, под названием Джабат аль-Нусра. Вот. И есть большая опасность в том, что то, что мы сейчас называем Даиш, ИГИЛ, тоже после того, как оно будет разбито в одном месте, возникнет в другом месте под другим именем, под другими знаменами, с другими, может быть, лидерами, но с теми же задачами, с теми же целями своей борьбы. Для нас безусловно, самым угрожающим явлением, угрожающим сценарием развития событий было бы перенос деятельности ИГИЛ на территорию, прилегающую непосредственно к нашим границам, то есть это Афганистан, а отсюда прямая угроза Центральной Азии и южным районам России, Поволжью, Северному Кавказу, части Сибири. Вот, и здесь возникает такая ситуация, что сейчас уже определенные предпосылки к тому, чтобы, скажем, военно-политические структуры Талибана или того, что мы называем афганским Талибаном, срослись с Даиш, уже существует, потому что, ну, скажем, события в Кундузе в конце осени прошлого года показали, что некоторые отряды Талибана уже выступают под знаменами Даиш. Но пока то, что считается мейнстримом афганского Талибана, то, что можно считать мейнстримом афганского Талибана после смерти Муллы Омара, как-то достаточно негативно настроено к тому, чтобы Даиш распространил свое влияние на эту страну. И вот здесь возникает совершенно новая ситуация. Нам нужно просто искать, наверное, новые подходы к той ситуации, которая сейчас складывается в Афганистане. В том числе, безусловно, необходим какой-то политический диалог с тем, что можно считать, я боюсь, что это будет такое противоречие по определению, умеренным Талибаном, да, но с тем Талибаном, той частью Талибана, которая пытается встроиться в политический процесс. Значит, только, конечно, разумеется, при соблюдении определенных условий, прежде всего, отказа Талибана от террористической деятельности и от попыток распространения своего влияния за пределы Афганистана. Необходимо искать новые, может быть, нетривиальные подходы для противодействия этому явлению, потому что, в общем-то, в рядах Талибана сейчас сражаются, например, боевики исламского движения Узбекистана, а это, так сказать, если они получат финансовую подпитку и военный потенциал того, что мы сейчас называем ИГИЛ, то это будет, конечно, самый негативный, самый угрожающий нам сценарий развития. Поэтому нужны упреждающие действия на территории пока еще не СНГ, а пока еще только прилегающие к границам СНГ.